1923 году, когда здоровье Владимира Ильича Ленина существенно ухудшилось, началась борьба за власть между его соратниками и, можно говорить, учениками Сталиным и Троцким. В очередной раз не будем пересказывать, как Иосиф Виссарионович все здорово для себя придумал. Но что бы было, если бы в борьбе за власть победил Лев Давидович? Давайте разбираться. Троцкий видел коммунизм в Советском Союзе далеко не таким, как представлял его Сталин. По правде говоря, Лев Давидович и Советского Союза-то не видел. Он грезил о неких Соединенных Штатах, рабочих крестьян Европы, Азии, где жили бы свободные люди в коммунах, не обремененные предрассудками, без всяких комплексов. Свобода ли? Самая настоящая. Но счастливые времена при Троцком наступили бы только для угнетенных буржуями классов. И всем, кого бы заподозрили в отклонениях от коммунистических взглядов, пришлось бы несладко. Помнится, Лев Давидович говорил, что если бы буржуи захотели монополизировать солнце, то он бы хотел, чтобы светило погасло. То есть, вероятно, что Троцкий имел не меньше диктаторских амбиций, нежели Сталин. Сталин, следуя выработанной ранее идее о том, что у российских коммунистов нет сил устанавливать мировой переворот, решил сосредоточить силы на укреплении собственной страны. Потихоньку Советский Союз прирастал землями. Но у Джугашвили не было цели расширять территорию государства во что бы то ни стало. Троцкий был человеком импульсивным и уверенным в том, что коммунизм должен победить как минимум в Европе и Азии. Понравилась бы такая политика лидерам империи? Думаю, что нет. Вероятно, мировая война началась бы не в 1939-м, а раньше, если бы во главе Советского Союза стоял Лев Давидович. И не с Германией, а скорее всего с Великобританией и Японией. Важнейшая сфера для любого государства – это экономика. Сталин, несмотря на советы товарища Бухарина, решил, что нужно развивать коллективное хозяйство на селе и заниматься тяжелой промышленностью в городах. Троцкий имел схожие взгляды по вопросу тяжелой промышленности, но он и не думал развивать село. В итоге крестьяне, как и при царе, остались обиженной частью общества. Это как минимум негативно высказалось на экономике. Может быть, ситуация породила очередной переворот. Что касается культа личности, то Троцкому это все было не нужно. Он больше думал об обществе, а не о своей личности. В этом есть как свои плюсы, так и свои минусы. Ведь вероятно, что элемента идеологического единения могло бы не хватить во время войны. И возможно, при Троцком Советский Союз бы проиграл. Как бы то ни было, к сожалению или к счастью, но история не имеет сослагательного наклонения. И мы здесь можем лишь праздно пофантазировать.